Аутизм не имеет никакого отношения к родителям. Really has nothing to do with whether the parent loved or didn't love the child. На самом деле не имеет никакого отношения, любит ли родитель своего ребенка или нет. But that's what it was. Какой термин придумали на тот момент? So you're going to see a video of some kids. Вы увидите детей. And the problem with this was, it's like we just talked about payoffs and costs, right? И мы только что поговорили о плате и награде. The question at the time is like, why would these children want to hurt themselves? И здесь вопрос, почему этим детям хочется себе нанести вред? What possible payoff Какая здесь возможная награда может could there possibly стоять? be for you to, inflict pain upon yourself? Единственное, что ты можешь, это просто причинить себе боль. Подошел ко мне, подбежал ко мне. Toby, you gotta come really quick, right now. Я сказала: Тоби, тебе нужно прямо сейчас пойти, что-то нужно увидеть тебе. And usually when people say that to me in the office, it's serious. Something's really bad happening. И обычно, когда ко мне так подходит, означает, что действительно что-то серьезное происходит. So what happened is that he walks into our school. Что произошло? Он зашел к нам в офис. With his mother. С его мамой. He's a little taller than me. Он чуть выше, чем я. But much bigger. Но гораздо больше. Okay. And he's carrying a big stuffed toy under his arm. И у него в руке была большая мягкая игрушка. Большая. I think it was a Mickey Mouse or a Lilo and Stitch toy. I can't remember, but it's a big toy under his arm. Что-то было наподобие Микки Мауса, я не помню. Большая мягкая игрушка. He's wearing all these funny things. И он весь был вот в таких странных штуках. He's got these splints on his arm. У него были вот такие растяжки на руках, бандажи. Они были прикреплены к нему. And they go across his elbow. Они были на локте у него размещались, чтобы он не мог согнуть руку. And he's got these gloves, fingerless gloves. И были перчатки без пальцев. That are sewed. Которые были зашиты. To his clothes. Которые были пришиты к рукаву. And then some pieces of wrapped material all the way around. Еще очень жестко был перемотаны руки. And then when they walk into school, Katrina, my administrator, и когда он зашел в школу, Катрина, мой администратор, comes out, oh hello, вышла, поприветствовала. And he goes to try to kiss her. И он попытался ее поцеловать. So that's the panic. That's why I come out. И вот когда нужно было начинать паниковать. So I sit and I ask the parent, hey, what's up? How can I help you? Мы сели, начали говорить, я спросила у родителя, как я могу вам помочь, что происходит. And she says, yeah, I'd like to see if my son can come to your school. И она сказала, я бы хотела узнать, может ли мой ребенок заниматься в вашей школе. And I says, well, how old is he? Я спросила, а сколько ему лет? 21. 21. He's a bit old for the primary school. Он немножко перерос начальную школу. I don't know if he'd be a good fit. Я не думаю, что он вольется в коллектив. Oh, okay. And so I said, well, maybe we can have a chat first. Я предложила сначала поболтать просто. Because I'm quite intrigued by him. Потому что он меня очень заинтересовал. And I want to see if I can help the parent. Я хотел посмотреть, получится ли помочь. So the first thing I ask is, does he have any behavior problems? И первый момент я уточнил, есть ли нарушение поведения? No. Нет. Okay. Хорошо. So we talked for a while, and I'm thinking, I don't think that's true. Oh, she's not telling me the truth. Мы поболтали немножко, и я понял, что она скрывает правду. So I said, what's all those things on his arm? И я спросила, что на руках-то у него? Anyway, we get into it, and there's a lot of behavior problems. В конце концов мы разобрались, в чем дело, и там действительно было очень много проблем с поведением. And there's one particular problem which is really bad. И была одна большая, очень важная проблема. And that is that all of these things on his arms, they have to take him off. He sleeps in it all.
И вот эти вот все штуки у него на руках, они не снимаются, он даже спит в нем. They have to take it off every 2 days to give them a shower. Их снимают каждые 2 дня, чтобы дать ему возможность помыться, принять душ. And when they take the stuff off, и когда вот эти штуки снимаются, they put him in the shower. Его помещают в душ. They tie up his hands. Ему связывают сзади руки. In the shower. В душе. They shower him. Они его моют. He comes out of the shower. Он выходит. They let the ties go to put the things back on. Они развязывают руки, но помещают снова на руки вот эти штуки. And he whacks his head. И он покрывает. He hits himself. Он начинает бить себя по голове. So I'm going to show you a video of that. Я покажу видео. This is also scary, so if you don't like scary things, don't watch this video. Видео такое страшноватое, поэтому если вы боитесь, лучше не смотреть. That was the case. Вот такая ситуация. Tough one. Сложная, да? He's been doing that for years. И он на самом деле вот так ведет себя уже годами. He's on loads of medications. У него очень много медикаментов. Serious medications. Такой сильные медикаменты принимает. He's got all this stuff on him. Вот эти все штуки на нем привязаны. So it's quite a challenge. Да, это сложная ситуация. Hopefully we can have time today and I'll show you what we did with him and he did well. So. Я надеюсь, что у нас будет время, и я покажу вам, как мы с ним поработали, и мы добились определенных успехов. What I'm trying to illustrate is it's not always so easy to know like why people do the things they do. Но здесь, почему я это все вам говорю, потому что на самом деле бывает сложно увидеть причину в поведении людей, почему они это делают. Why does he smack himself in the head? Почему он бьет себя по голове? Must be really painful. Должно быть это очень больно. Well, what they learned in the early days is that, you know, there are usually reasons why we do the things we do. Раньше считалось, что есть причины нашему поведению. So we call these functions of behavior, or like the reasons why we do the things we do. Мы называем это функцией поведения или причиной, почему мы это делаем. Let's watch some videos, and I want to see if you can identify why the person's doing what they're doing in the video. Давайте посмотрим видео, и я хочу, чтобы вы определили причины поведения тех людей, которые будут в видео. Lewis, Mom, Mommy, Mama, What? So why does he do that? What's the reason why he does that? What's the function of his behavior? Anyone want to guess? Какая функция этого поведения? Attention. All right, I think he wants some attention. Да, я думаю, что ему нужно внимание, конечно. Now, I don't know if he's looking for very positive attention. Seems like he's looking for more sort of cheeky, negative attention. Я не думаю, что ему нужно положительное как внимание, да, мне кажется, он балуется и таким способом привлекает хитростью внимание. So sometimes we do stuff to get attention from other people. Иногда, да, мы делаем что-то, чтобы привлечь внимание. I'm sure you have this situation in typical classrooms. Я уверен, что в обычных классах такие ситуации часто случаются. The kids have a supply teacher in for the day because you're sick. Например, у вас есть учитель, который замещает вас, потому что вы болеете. All the kids are like, yeah. И все ученики так, да, повеселимся. What are we going to do with her? А с ней-то что сделаем? And that class can be kind of crazy that day. И этот класс может вести себя сумасшедшим образом, на самом деле. And the kids are doing naughty things to get the attention of the other kids. Кто-то ведет себя шумно, чтобы привлечь внимание других учеников. So again, it's not always about positive attention. Sometimes it's like negative. You know, someone's agitated, someone's annoyed. That can be fun. И опять же, это не всегда положительное должно быть внимание. Кто-то раздражен, кто-то злится, и это здорово.
What we found with the kids that injure themselves, И что мы выяснили вот с парнем, который бил себя по голове? sometimes they might do that to get attention. Такие дети иногда бьют себя по голове, чтобы привлечь внимание. When they did that, someone would come over. Когда они так делают, кто-то обязательно подойдет. Hey, it's okay. Эй, все хорошо. I'll sit with you. Я посижу с тобой. I'll do something with you. Я с тобой что-нибудь поделаю. I'll provide you some attention. Я дам тебе свое внимание. And then the child stops. И тогда ребенок прекращает. Everybody's happy. И все счастливы. Maybe the child doesn't know any other way to get attention. They may have poor language skills, not know what to do. Возможно, дети просто не знают, как действовать в такой ситуации. У них больше нет других инструментов, чтобы привлечь к себе внимание. And even though this hurts, I still like the attention more than the pain it causes me to get it. И несмотря на то, что действительно это причиняет боль, мне все-таки больше нравится то внимание, которое мне оказывают, и я буду бить себя, чтобы получить себе внимание. Alright, so attention. Внимание. Another reason is to avoid an escape. Еще причиной может быть избежание. You know, if I have a kid in a class, Например, если у меня в классе есть ребенок, homework assignment, который сделал, например, домашнее задание, he comes in, hasn't finished his homework, и подходит ко мне с незаконченным домашним заданием, he might tell a lie. он может в такой ситуации соврать. That's not good. И это нехорошо. Why you want to tell a lie? Зачем ему врать? Well, to avoid the responsibility. Чтобы избежать ответственности. So you give an excuse. И он придумывает оправдание. Oh, I was stuck in the snow. Я застрял в снегу. Oh, I did it, but you know, I left it in my other bag. Я сделал, но я в другом портфеле оставил. To avoid getting in trouble. Говорится это, чтобы избежать как раз проблем. If you've got a kid who injures themselves, если у вас есть ребенок, который бьет себя, and you say, hey, can you go, you know, put your shoes away? И вы ему скажете, можешь унести свои ботинки? The kid starts hitting his head. И ребенок начинает бить по голове себя. Most people are going to be like, whoa, okay. И зачастую люди, You don't need to put your shoes away. Look, I'll put them for you. Не надо, хорошо, я сам все сделаю. Just stop hitting your head. Просто перестань бить ее по голове. And when I put the shoes, okay, back off. Kid stops hitting. Oh, good, everyone's happy. И вы унесли ботинки, и ребенок перестает себя бить, все счастливы. So sometimes you can hit yourself to get people to back off. Иногда вам приходится бить себя, чтобы люди от вас отстали. We do a lot of our behaviors to avoid bad things happening to us. И зачастую мы ведем себя как-то подобному, каким-то образом, чтобы избежать каких-то ситуаций. We put on sun cream. Например, мы мажем себя кремом от солнца. Maybe not here in the winter. Может быть, не здесь, зимой как раз. But you know, it's nasty, right? It's oily, greasy, it's not nice. Не самое приятное, он такой жирный, оставляет следы. You avoid getting burned. Но вы избегаете ожогов солнечных. Let's watch another video. Есть еще одно видео, давайте посмотрим. Okay. What about him? Как вам вот это? What does he want to get out of that? Что из этой ситуации он хочет получить для себя? He wants to get what he wants. Right, he wants to get what he wants. Да, действительно, ему нужно то, что он хочет. So sometimes we bang our fists, get upset, shout, get mad because we want to get what we want. Да, иногда мы сходим с ума, мы стучим по столу, мы кричим, потому что мы хотим получить то, что мы хотим. You go to the airport. Вы едете в аэропорт. They say, I'm sorry, sir. И вам говорят, извините, сэр, Plane's full. самолет переполнен. We've reallocated your seat. Мы пересадили вас.
Oh, okay. Хорошо. No, you're gonna get mad. Нет, вы разозлитесь. I booked my seat 2 weeks ago. Я забронировал свое сиденье 2 I недели назад. want to see the manager. Позовите мне I'm менеджера. gonna raise my voice. Вы будете громко говорить, повышать голос. Quite often we might engage in a lot of bad behavior to just get what we want. И зачастую мы просто начинаем плохо себя вести, чтобы нам дали то, что мы хотим. And a lot of these behaviors, there's a bit of a relationship that goes on. И часто отношения вот с таким поведением. That, you know, when the student acts out, it's also very reinforcing for the person that's with him to give in, because then the kid stops doing the thing that you don't like. С таким поведением связано следующее. Когда ребенок начинает баловаться, человек, для которого он балуется, для него это своего рода поощрение просто сдаться и дать ребенку, что он хочет. All right, let's look at another video. What about this one? Есть еще демонстрирует поведение самостимуляции. And what this means is it's just behaviors that we get enjoyment from doing. И мы называем таким словом поведение, которое нам приносит удовольствие. And doing those behaviors feels good. И проявляя такое поведение, мы хорошо себя чувствуем. For example, you may sing in the shower. Например, вы можете петь в душе. Or on your way to work. Или по пути на работу. Doing that might feel good. Когда я пою, я себя хорошо чувствую. It's not for anyone else's benefit. Никому это большой пользы не приносит. Yeah, you just like doing it. Вам просто нравится. So for some of the children we see, they may do some things that don't look really very, they may look a bit odd, like what she just did. И многих детей, которых мы встречаем, то, что они делают, со стороны может показаться странным, вот как, например, эта девочка. But the purpose is self-gratification. It's just to, you know, to have some fun, just to pass the time of day. Но цель просто провести время, получить какое-то удовольствие, это приятно. Okay. Self-stimulation. Okay, control can be another payoff. И еще один положительный момент, да, это контроль. It's a little bit like getting the things I want. Вот эта награда, она похожа на то, что мы получаем, то, что хотим. We have some kids that's very controlling. Мы встречаем зачастую детей, которые очень любят контролировать. They want things in certain orders, in a certain way, and they want people to behave in a certain way. Они хотят, чтобы вещи были расположены определенным образом, они хотят, чтобы люди себя вели определенным образом. That can be a payoff. Это тоже может быть их наградой. Let's look at this next video, see if you can figure this one out. Давайте посмотрим еще одно видео. Поймете? So sad. Так грустно. What about that? Why is she crying? А как насчет нее? Почему она плачет? Because she wants to cry and it helps her. Well, she wants to cry. Why? Why does she want to cry? Почему она хочет плакать? Потому что последовательность сломалась. Because the building. She's frustrated. Да, потому что она расстроена. Have you guys ever been frustrated? Вы когда-нибудь в состоянии фрустрации были? You know, I'm sure you have. Я уверена, что каждый из вас был когда-либо. It happens every day. I'm sure people get frustrated all the time. Непонимание, вот это состояние фрустрации может случиться в любой день. Things don't go the way you think it's going to go. Случается что-то незапланированное вами. You have expectations. У вас есть какие-то ожидания. And then it doesn't go that way, and you feel, you know, your body feels not good. И ваши ожидания не оправдываются, и тогда физически вы чувствуете себя You feel нехорошо. frustrated. Вы чувствуете, вы запутались, вы потерялись. So the crying is just releasing some of that frustration. И то, что мы кричим, плачем, это своего рода выход выход из этого состояния или выход этих эмоций. So that's another reason why, and that's another payoff that we might see. И это еще один пример награды.
All right, we've got to be a bit careful. Здесь нужно быть внимательными. Because when we look at some of the things people do about behavior problems, Потому что когда мы видим, как люди работают с проблемами в поведении, sometimes not very effective. Их методы работы не всегда являются эффективными. And sometimes we think we're providing some cost. Иногда нам кажется, что мы даем им наказание. For example, we might provide some reprimand, right? We might tell the student off. Иногда мы отчитываем, то есть. Hey, you're not supposed to do that. I've got my angry voice. I'm going to look angry. This is wrong. You don't do that here. Выговор какой-то даем, например, ты все неправильно сделал, с серьезным выражением лица, с серьезным голосом, не надо так делать. Stop that. Не делай так больше. I'm sending you to the principal's office. Отправлю тебя к заучу. And she's going to talk to you as well. И она с тобой составит разговор. All right, we do a lot of that, right? Часто так случается, правда? Problem is, Проблема в том, if the function of the behavior is to get attention, если цель поведения привлечь внимание, and you do that, и вы так делаете, that might be the reason he's doing it. То, что он так себя ведет, как раз может быть именно поэтому. So actually you make the problem worse. И уделяя свое внимание, вы тем самым ухудшаете проблему. In that video with the mum and the little kid, Видео с мамой и с ребенком. the reason why she shouts Причина, по которой она накричала, is to kind of punish him for keep saying her name. Своего рода было наказанием за то, что он постоянно твердил ее имя. Pretty rewarding for that little kid. Это было сильным поощрением для того малыша. So you got to be careful about your reprimands. Поэтому со своими выговорами нужно быть аккуратным. We might provide a lot of instructions. Мы можем What to do at the time. давать большое количество инструкций, что делать, в какое May время. not help. Students upset, not ready to listen. Не всегда помогает, потому что ученик может расстроиться, перестать слушать. We might provide time out. И также мы можем дать какой-то тайм-аут, перерыв. You're being naughty. Ты плохо себя ведешь. Out of the class. Вон из класса. Sit outside. Увидимся в коридоре. Sit in the corner. Сядь в коридоре или сядь в углу. Go into the snow. Или в снег иди. That might work actually. Здесь, кстати, это может помочь. Okay. But the thing is, if the reason the student's acting out, Причина в следующем. Если ученик себя плохо is ведет, to avoid the lesson чтобы избежать урока, because например, they don't want to do the work or they don't want to listen, потому что они не хотят слушать или не хотят работать, they might be really happy sitting outside. возможно, то, что вы их выгнали из класса, для них будет как раз хорошим выходом. That's great because now I don't have to do the work anymore. Great. Теперь все отлично, потому что мне не надо работать. If the purpose is self-stimulation, А если целью такого поведения является самостимуляция, I'm quite happy sitting outside doing my thing. То я с радостью посижу в коридоре и буду делать то, что мне хочется. So that might make it worse too. Not good. А это тоже может ухудшить ситуацию. Ignoring. Игнорирование. Just ignore the child. Ignore the worst. Praise the best. Просто игнорируйте самое худшее, но хвалите самое лучшее. Ignoring is not usually very effective. Но игнорирование не всегда помогает. Usually what happens is the students become even more outrageous. Иногда происходит следующее. Дети начинают сходить с ума еще больше. Often to a level where you have to intervene. И обычно они доходят до того уровня, когда вы просто обязаны вмешаться. I remember sitting in a clinic meeting a long time ago. Я помню, однажды у нас была встреча в клинике. And there was a kid who used to bite people. И был ребенок, который кусал других людей. I remember sitting there with the therapist. Я помню, мы сидели рядом с терапистом. And while we were talking, И во время нашего разговора the kid came up and bit her.
Ребенок подошел и укусил его. And she just sat there like this, buying her. И он просто сидел спокойно в то время, пока ребенок кусал ее. And I said, what are you doing? И я спросил, что ты делаешь? So I'm ignoring him. Я его игнорирую. And I'm like, okay, looks really effective. What are you doing? Я тогда удачи. Похоже, что твой способ работает. So we have to be careful what we do when we're managing behavior issues, okay? Здесь нужно быть очень внимательными, аккуратными в выборе тех методов, которые мы используем для работы с поведением. And we have to figure out why the student does what they do. Здесь нужно понять, почему учащиеся делают то, что делают. But it's always usually not that easy to figure out. It's not usually often very black and white. Sometimes it's complicated. Но понять как раз самое сложное, потому что это не всегда так очевидно, как черное-белое. Зачастую это очень все сложно. Sometimes there's multiple reasons. Иногда это целый ряд причин. Usually there's a mixture of sort of emotional behavior, respondent behavior, and there's a mixture of things the student wants, but there may also be some how do I say this so it's easy for you to translate? For example, a child may start off asking for some biscuits from mum, and the reason he starts to bang the table is because he wants mum to give him the biscuits. Иногда это может быть микс разных поведений. Например, когда ребенок хочет печенье, начинает стучать по столу и хочет, чтобы мама дала ему печенье. After a while, he realizes mum isn't going to give me the biscuits. И спустя какое-то время он понимает, что он не получит от мамы печенье. Then he might be frustrated. И тогда он может расстроиться. And the same behavior might be because I'm just really now frustrated. I know I'm not going to get it, but I'm just really angry about that. И тогда уже это поведение может продолжаться по другой причине, по причине злости и расстройства. So it can be complicated, but you have to do some detective work to really figure out why does the student do that, what do they get out of it, what's the reason why, because unless you know that, it can be sometimes difficult to know what to do, and you might do the wrong thing and make it worse. И здесь нужно выполнить такую роль детектива, чтобы понять, по каким причинам происходит поведение, что хочет добиться ребенок, потому что если не понять этого, то можно сделать что-то, что ситуацию еще даже ухудшит. What time is it? Right? For some of you, that this morning maybe things you already know. Я догадываюсь, что я сейчас рассказывал для некоторых из вас уже о знакомых вещах. Hope it's a little review for you. Надеюсь, это было таким небольшим повторением для вас. This afternoon there'll be perhaps some more things that might be a bit newer to you. И после обеда, я надеюсь, для вас будет больше моментов, которые будут новыми для вас, и вы чему-то научитесь. All right, hand it over.